Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. Сегодняшний саммит свидетельствует о нашем беспрецедентном внимании к вопросам изменения климата, а также свидетельствует о том, что мы явно недооценили трудности. Трудности, стоящие перед всеми нами, трудности в достижении соглашения. И даже не просто соглашения, юридически обязывающего соглашения, а даже в подготовке общей декларации. Но очевидно и то, что глобальные изменения – это комплексный вопрос. И есть разные точки зрения. Одни уверены в том, что опасности могут быть купированы, могут быть сняты. Другие уверены в том, что от нас не все зависит, и поэтому наше вмешательство должно быть аккуратным. Но в любом случае мы обязаны сделать все, чтобы влияние человека на природу было менее ущербным и щадящим. Поэтому к завершению первой фазы Киотского протокола, то есть к 2012 году, необходим более совершенный и эффективный механизм, работающий правовой документ, который будет регламентировать вопросы международного сотрудничества. Он должен быть прежде всего всеобъемлющим и базироваться на принципах справедливости и общей ответственности. Причем ответственности дифференцированной в зависимости от уровня развития страны. Только что, выступая с этой трибуны, премьер-министр Индии доктор Манмохан Сингх сказал о том, что в наибольшей степени страдают страны, не причастные к глобальным изменениям климата или почти не вносящие свой вклад в эту проблему. И это действительно так. Именно поэтому наша ответственность должна быть дифференцированной. Но мы должны создать работающий инструмент, договориться о таких принципах, которые будут реально использоваться. Это нелегко. Я помню время, когда Российская Федерация принимала решение об участии в Киотском протоколе. Было очень много споров. Мы приняли тогда это решение и считаем, что поступили правильно. Россия в настоящий момент является мировым лидером по сокращению эмиссии парниковых газов. Выбросы у нас в течение последних 17 лет на 30% ниже аналогичных показателей 1990 года. На нашу страну приходится половина мировых объемов сокращения эмиссий за последние 20 лет. И это в существенной степени компенсировало прирост вредных выбросов, наблюдавшихся в других странах. При этом Россия сохранила роль крупнейшего в мире производителя и экспортера энергоемкой продукции и энергетических ресурсов. И мы и дальше собираемся вносить свой вклад в глобальную энергетическую безопасность. Тем не менее, мы считаем, что мы все должны сделать существенно больше. Российская Федерация готова участвовать в подготовке юридически обязывающего соглашения, готова зафиксировать свои обязательства по эмиссиям, обеспечить и не имеющее аналогов кумулятивное снижение выбросов парниковых газов в объеме более 30 миллиардов тонн в период с 90 по 2020 год, что соответствует 25% сокращению выбросов на этот период. Но подчеркну, что заниматься этими вопросами мы будем независимо от того, сможем ли мы даже здесь договориться по всем существенным принципам, независимо от наличия юридически обязывающего соглашения, по одной простой причине. Нам самим это выгодно, и мы считаем, что именно такой подход должен использоваться и в других странах. И все мы заинтересованы в улучшении, радикальном улучшении состояния нашей окружающей среды. В глобальном соглашении обязательно должна быть учтена роль лесов, основных поглотителей парниковых газов. И, конечно, приемлемые условия передачи развивающимся странам современных технологий. Государственное финансирование должно использоваться прежде всего для стимулирования частных инвестиций, а также мер по адаптации в тех странах, которые в наибольшей степени подвержены негативным последствиям климатических изменений. Только тогда модернизация станет по-настоящему доступной.
Глобальная климатическая сделка, о которой мы все говорим в этом огромном зале, где присутствуют практически все государства, существующие на нашей планете, это не звонкий лозунг, а на самом деле реальный шанс для масштабного внедрения чистых, энергоэффективных и низкоэмиссионных технологий. И такой шанс мы обязаны использовать. Шанс для новых научных решений, шанс для зеленого экономического роста и зеленых инвестиций во всем мире. В конечном счете, использование мер по сохранению климата будет способствовать и решению глобальных экологических и социально-экономических проблем, а фактически достижению тех самых целей развития тысячелетия, которые мы с вами, уважаемые господа, принимали некоторое время назад. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия готова принять самое активное участие во всех вышеназванных процессах. Мы свою долю ответственности признаем и будем этим руководствоваться. Но судя по тому, как развиваются дискуссии в этом зале, и в узких составах, и в рабочих группах, нам еще предстоит пройти очень большой сложный путь. Но не нужно отчаиваться, потому что человечеству приходилось решать очень сложные вопросы, и человечество научилось давать на них свой гармоничный ответ. Я рассчитываю, что в самое ближайшее время мы сможем говорить и о дорожной карте, реализация которой позволит нам выйти на глобальное соглашение. Спасибо за внимание.